in the ashram. И очень важно, чтобы вы по максимуму использовали то понимание, то, что вы получили здесь, в Путапарте, в ашраме. Through Swami's immense love, people have been drawn to Puttaparthi, and now you are the fortunate ones who have to carry his message of love forward to the world. Огромная необъятная любовь с вами, она привлекает людей в Путапарте, и вы те, кто может понести это пламя этой любви дальше. Swami has made no difference between any caste, any country or any religion. С вами никогда не делает разницы ни между кастами, ни между расами или религиями разными. Every one of us is a child of Swami, and we get so much love from him which we can't even imagine. И каждый из нас является ребенком с вами, и мы получаем от него такое количество любви, о котором мы не можем даже помыслить. It is up to us to try to learn and to know more about him, because he has come to give us the way to transformation, the way to be peaceful, and the way to be very happy. И в наших руках узнать о нем больше, узнавать о нем больше, о его учении, потому что оно делает нас очень умиротворенными, спокойными и любящими. Each of us has troubles, has pain, has fear, has sorrow. У каждого из нас есть какие-то в жизни сложности, боль, страдания, горе. We face loneliness, difficulties, tragedies, calamities. Мы сталкиваемся с одиночеством, со сложностями, с трудностями, препятствиями. And we don't know how to find the solution for our problems. И мы не знаем, как иногда найти решение наших проблем. In today's world, where there is so much of strife, so much of terror, and so much of fear, Swami has come to show us the way to a happy future. И в сегодняшнем мире, который наполнен множеством конфликтов, столкновений, страданий, страха, с вами пришел, чтобы показать нам другое качество жизни, жизнь в счастье. Swami shows us that how through love we can change and melt the hardest heart. И с вами показывает нам, как через любовь мы можем растопить даже самое жесткое сердце. You will find Prashanti Nilayam is the one place where you receive Don't walk close. Swami's love and you learn. Please come forward. Please come. Lady, come forward. The ashram, Prashanti Nilayam, runs on the model that Swami gave many years ago when he constructed the old mandir, the old temple. И ашрам Прашанти Нилаям, он основывается на морали
которые Свами дал, заложил тогда, когда он еще начал строительство старого мандира первого. It is here in Prashanti Nilayam that you receive every moment Swami's love, friendship and peaceful ways of living are taught to you. И здесь, в Прашанти Нилаям, мы каждое мгновение буквально получаем любовь с вами, ощущение дружбы между людьми и умиротворения. И это дается нам как обучение. Everybody is taught to love. Каждого здесь учат любить. Now this love is not purely in words, but in every action, in every moment of your stay in Prashanti Nilayam, you will experience this limitless, boundless love of Swami. И эта любовь, она не просто на словах, а буквально в каждом действии, в каждой ситуации. Здесь в ашраме Прашанти Нилаям вы можете почувствовать эту невероятную, неограниченную любовь с вами. All the projects that Swami initiated, such as the water project, the health project, and the educational project, were initiated purely for the love of His creation and for all of humanity. И все проекты, которые основал Свами, такие как проект по снабжению населения водой, проект образование и по здоровью, то есть больницы заложены здесь. Это все было сделано исключительно из его чистейшей любви человечества. Anyone from any part of the world who needs treatment receives it unstintingly in Swami's hospitals. И любой человек из любой точки мира, который нуждается в лечении, он может получить это лечение бесплатно в госпитале Свами. You get food, you get so much inside the ashram, which probably on this scale you have never seen anywhere in the world. И в ашраме присутствует очень много всего, в частности, там, еда очень доступная и много прочего. Такое, что вы нигде, наверное, такого изобилия не видели. The Sri Satya Sai organization is the biggest organization which concentrates upon charitable works in the world. There is no other organization which is doing so much. И организация Сати Саи, она является крупнейшей благотворительной организацией в мире, которая занимается подобными проектами. Every kind of help is given to people who are in need. И люди, которые находятся в нужде, им всем оказывается именно та помощь, в которой они нуждаются в этой организации. When we see what Swami has been doing for us, we also have a debt of gratitude to God. И когда мы видим все то, что с вами делает для нас, у нас также возникает некая форма долга перед Богом. So He teaches us to do selfless service. Он учит нас заниматься бескорыстным служением. God doesn't want anything except your love. He doesn't ask you for a single
cent of your money, nothing. He doesn't ask you for anything. Но Богу самому как таковому ничего не нужно, ему не требуется ваши деньги, к примеру, или что-либо еще, имущество. Он хочет только вашей любви. Swami wants us all to be happy. И с вами хочет, чтобы все мы были очень счастливы. You can only be happy when you accept the fact that other people too have the same feelings as you have. А счастливы вы можете только тогда, когда понимаете, что другие люди, они испытывают то же самое, что и вы, у них такие же чувства, как у вас. You must see God in each and every person. Вы должны видеть Бога в каждом человеке. You must see God in nature, in all of creation. Вы должны видеть Бога в природе и во всем творении. So Swami wants us to love each other as He loves us. И с вами хочет, чтобы мы любили друг друга так же, как Он любит нас. The first thing you have to do to get on the right path is to give up anger and give up greed. И первое, что нам нужно сделать, чтобы встать на правильный путь, это избавиться от гнева и жадности. We must not be angry with anyone, and we must not be angry with ourselves. Мы не должны гневаться ни на других людей, ни на самого себя. So we have to learn to control our emotions. Мы должны научиться контролировать свои эмоции. We have to start with ourselves to make this world a better place. Мы начать должны в этом с себя, чтобы сделать этот мир лучшим местом для проживания. We must not expect anything from anybody. И мы не должны ждать от кого-то чего бы то ни было. So it is expectation which often brings disappointment. И это именно ожидание, это то, что часто приносит разочарование. First, correct yourselves. Сначала нужно изменить себя. We are not allowed to find fault with others or to criticize others. Нам не следует обвинять других в чем-либо или критиковать их. Because this reveals that we see what we want to see. Потому что это показывает то, что мы видим только то, что мы хотим увидеть, то, куда мы смотрим. So when we find fault with others, we are actually looking for negativity. Поэтому, если мы, например, обвиняем кого-то, то мы выискиваем что-то негативное в других. So we have got to develop, first and foremost, a positive attitude to life.
Поэтому в первую очередь нам необходимо выработать в себе позитивное отношение к жизни. If your spectacles are dirty, the whole world will look dirty to you. Если у вас, например, носите очки и они испачкаются, то весь мир будет казаться вам грязным. Your vision must be clean. Ваше видение должно быть очищено. And so it is important that we think about how we can go about cleaning our lives. Поэтому очень важно, что мы должны размышлять над тем, как мы можем очистить свою жизнь. Again, the best way to clean your life is to love yourself. И лучший способ очистить свою жизнь – это любить себя. When you love yourself, you will not do harm. Когда вы любите себя, вы никому не причините вреда. So you will give up dirty habits Вы избавитесь от плохих привычек, and then you will rise to the next higher spiritual step in the ladder. и вы подниметесь на следующую ступень на духовной лестнице. Whenever you get a negative thought, you have to repeat the name of the form of God that you love. И если у вас вдруг случаются плохие негативные мысли, вам нужно начать повторять имя Бога, то имя, которое вам нравится, которое вы любите. The negative thought must be replaced by the name of the divine. И негативные мысли должны быть заменены именем Божественного. So when you repeat the name of the divine, you will be cleansed inside and outside. И когда вы повторяете имя Божественного, вы будете очищаться внутренне и внешне. You can find the answers by looking within yourselves. И ответы на любые вопросы вы найдете путем внутреннего исследования, внутри себя. When you sit quietly and you do self-analysis, which every one of us must do every single day, Когда вы сядете тихо и проведете внутренний анализ, который каждый из нас должен делать каждый день, then we will realize whether we are making mistakes, whether we are improving, or we are falling down. тогда, проведя такой анализ, мы почувствуем, увидим и поймем, делаем ли мы ошибки, или мы на правильном пути, или наоборот по восходящей катимся. So it is essential that we do meditation every day, at least 15 minutes, Поэтому очень важно делать медитацию каждый день, хотя бы 15 минут. that we pray, Молиться, молитву. and we purify ourselves. И таким образом мы очищаем себя. Purification means that none of the organs which have been given to us should be used for a wrong purpose. И очищение означает, что ни один из органов, которые были нам даны, они не действуют с неправильной целью. Swami explained to us once many years ago Однажды, много лет назад, Свами нам объяснил, that the reason
for people getting cataracts in the eye is not because of old age, but it is because they had a tendency to see bad things. Свами объяснял нам, что, к примеру, причина катаракты в глазу не в том, что там это старение или еще что-то подобное, а в том, что люди, которые подвержены этому, они видят в других плохое. We are not expected to listen to gossip, scandal, and ugly, unpleasant talk and chatter. И нам не следует слушать и поддерживать всяческие сплетни, какие-то негативные разговоры о ком бы то ни было. We should quietly move away from a place where people are gossiping or scandalizing. И если в каком-то месте люди ссорятся, как-то себя некорректно ведут или же распространяют сплетни, нам нужно от такого места уйти подальше, не участвовать в этом. Our mouth should not be used for wrong purposes, because the tongue has got a dual purpose, and when we speak filth, we are inviting trouble. When we eat the wrong junk food, we are ruining our health. И мы должны использовать, очень быть аккуратными в использовании нашего рта, потому что язык, если он произносит что-то плохое, какую-то грязь, то он привлекает это в свою жизнь. Или если мы едим какую-то плохую еду, нехорошую, то мы разрушаем свое здоровье через это. The tongue is the only part of the body which has a dual purpose. Dual. Dual, double. И язык — это единственный орган в теле, у которого двойная роль. So you must understand how important it is. Поэтому вы должны понимать, насколько он важен. When you eat wrong food, you will get sick. When you talk badly, you cause so much of trouble and misery. Если вы едите нехорошую еду, вы становитесь больными, а если вы говорите что-то плохое, то вы привлекаете к себе проблемы, трудности. This body has been given by Swami for us to do his work. И это тело было дано нам с вами, чтобы мы исполняли его работу. Each and everyone has got to do his work. И каждый должен заниматься, исполнять его работу. You are all blessed to do his work and do it right. И все вы благословлены, чтобы делать его работу. It is not meant merely to eat, drink, and indulge in pleasure. Тело, оно создано, предназначено не для того, чтобы просто есть, пить и предаваться каким-то удовольствиям, чувствам. It is after many thousands of births that you have come now as a human being. Спустя тысячи рождений мы сейчас родились в форме людей. When you were first created,
you were nothing more than a small atom. Когда мы вначале были созданы, мы были всего лишь атомом маленьким. But by the process of evolution, you have gone through the different forms of life, of being plants and birds and animals, and finally you have reached the stage of being a human being. В процессе эволюции мы прошли долгий путь становления, изменения, рождений во многих других формах, таких как растения, насекомые, животные, и в конце концов родились в человеческих телах. It is this purification, this effort that He expects each one of us to make to put the body to the right use. И именно You want to come here? с вами ожидает нас, You have a что little more space here? No. You okay? Okay. Okay. I hope you're comfortable. с вами ожидает, что мы будем использовать это тело по назначению и очищать себя. The time that we have been allotted on earth is known only to Him. The time that will be what? Allotted, given by Swami. A lot of you mean living? The Or time coming? that Swami has given to each person to live. То время, которое нам отпущено здесь, на этой земле, в этой жизни, оно известно только с вами. We only know that today we are here. Мы только можем знать, что вот сегодня мы здесь, да. We don't know whether we have it tomorrow. И мы не знаем, будет ли для нас завтра здесь же. Swami knows the past, the present and the future of everyone. А с вами знает прошлое, настоящее и будущее каждого существа. So, we can do nothing about the past. We don't know if we have a future, but we have a present. С прошлым мы уже ничего не можем поделать, о будущем мы мало что знаем, будет ли оно у нас и какое, но мы можем заняться настоящим. We have no control of the past or the future. У нас нет контроля над прошлым или будущим. We only have this moment, and Swami wants us to use it usefully, correctly, and to fulfill every word of His. У нас есть только этот момент, и с вами хочет, чтобы мы его использовали очень правильно, к назначению, и исполняли его каждое слово. His words are, do good, be good, and see good. А слова его такие, что делайте хорошее, видите только хорошее и будьте хорошими. Help ever and hurt never. Помогайте всегда и не причиняйте вреда никогда. Love all and serve all. Любите всех и служите всем. These three sayings explain what Swami expects of each and every one of us. И эти три высказывания с вами, они объясняют, что именно с вами хочет от нас, какого поведения, какого действия. If we sincerely put this into practice each day, we will be very, very happy. И если мы искренне будем этому следовать и на практике, то мы станем очень-очень счастливыми. At some time or other in all our lives, we ask, why was I born? Why am I here?
И в жизни каждого так или иначе приходит время, когда человек спрашивает себя, зачем я был рожден, зачем я здесь нахожусь. We are not born to waste time, to eat, to drink, and just loiter about. И мы рождены не просто есть, пить и что-то делать обыденное. We have got to practice these three teachings of Swami. Мы должны практиковать эти учения, три учения с вами. These three teachings are common to all the religions in the world. И эти три учения, они одинаковы для всех религий в мире. They are the foundation for every religion in every country. Они являются фундаментом для любой религии в любой стране. We must not expect anything from anyone. We must first take the steps in the right direction. И нам не нужно ожидать чего бы то ни было от кого-либо. Нам нужно просто следовать вот в этом направлении, следовать этим учениям. First, we have to be good. We have to serve everyone, and we should help everyone. Мы должны быть хорошими, должны служить всем. И помогать. So from childhood, Swami has been telling us the ways to go about it at different ages and stages of life. И с нашего рождения, с нашего детства с вами, Pardon? Can you repeat, please? I said from childhood, Yes. Swami has been teaching us С детства с вами учил at different stages of life разным стадиям жизни. as a small boy himself when he was in school here in Bukkapatnam. Swami taught by example to the other children how to be disciplined, how to be obedient, how to be punctual, and how to respect teachers and elders. С вами своей жизни, на каждой стадии своей жизни он учил всех остальных, как следовать этим учениям. То есть, когда он сам был еще мальчиком, ходил в школу, в Копатном, он своим поведением показывал, как быть очень собранным, дисциплинированным, пунктуальным, как себя правильно вести среди других учеников и с учителями. As he grew up, he taught people that they must respect and love all the elders in the village. Когда он стал постарше, он начал всех учить, объяснять всем, показывать, как уважать старшее поколение в деревне. His compassion for birds, for animals, for nature, for old people, helpless and infirm, is very well known. И он очень был известен своим состраданием по отношению к животным, птицам, людям старого поколения, молодого, абсолютно ко всем. His obedience to his mother is one of a kind. И его His obedience to his mother ну, is one of a kind. он следовал настолько,
полностью своей матери, всему, чему она говорила, чего она хотела. He was the most obedient, loving and caring son that any mother could have. Он был самым послушным, любящим, заботливым сыном, о котором только могла бы мечтать любая мать. The respect that he showed to elders was something that was not seen before. И то уважение, которое он показывал по отношению к взрослым, такого никто здесь раньше не видел. People loved him for his sweetness and his helpful and very playful nature. И люди любили его за его мягкость и очень добрую и игривую природу. Swami, as a child, never took money for anything from anyone. И когда с вами был ребенком, он никогда и ни у кого не брал денег. He had just 2 pairs of clothes, and when his shorts were torn, he put it together with thorns from the jungle. И у него было всего 2 комплекта одежды, и когда один из них изнашивался, износился, то он туда, я понял, вплел что-то, листья и джунгли. He never wanted to give or cause any expenditure for his parents or his grandparents. Он не хотел обременять своих родителей или дедушек, бабушек, чтобы они ему купили новую одежду. As a little boy, he walked for miles to do some act of service when other boys were traveling by bullock cart. И когда он был в том же возрасте ребенком, он нередко ходил целые долгие мили пешком, чтобы сделать какое-то служение где-то, в то время как его сверстники, они ездили на повозках на воле. When we came here to Puttaparthi, there were no roads or no lights, no transport, no shops. Когда мы приехали сюда, в Путтапарти, здесь не было ни дорог, ни электричества, никакого транспорта, ни магазинов, ничего подобного. Perhaps none of you can imagine the Puttaparthi of those days. Наверное, никто из вас даже и представить себе не может Путтапарти тех дней. Now you have this most beautiful ashram of the world, and outside you see many shops and restaurants, roads, noise, traffic. А сейчас здесь самый прекрасный ашрам в мире, а вокруг него множество изобилия магазинов, ресторанов, дороги, движения. But the Puttaparthi that we remember was the best place on earth with no pollution. Но Путтапарти, о котором вот мы помним, оно было лучшим в мире местом, незагрязненным. 70 years back, Puttaparthi was so pure, was a paradise on earth because we had Swami to ourselves most of the day.
И 70 лет назад Путапарти было буквально раем на земле, потому что здесь был Свами, и мы могли с ним общаться в течение практически всего дня. We never imagined that it will become like this. But it is God's will, so we have to accept. И мы никогда и подумать не могли, что оно все превратится вот в это. Такова воля Бога, и мы должны это принимать. Many of us who lived in a very natural way don't enjoy the noise and the traffic and the pollution outside. И многие из нас, те, кто прибыли сюда в те времена, они наслаждались чистотой этого места, тишиной. Здесь не было ни движения, ни грязи, загазованности, шума. It was so quiet, so peaceful, so clean, so pure. Здесь было очень-очень тихо, очень спокойно, очень чисто. But this is life and this is change. Ну, таков процесс жизни, и все меняется. Swami told us it would become like New York. But we were not very happy to hear that. С вами говорил нам, что здесь когда-нибудь будет примерно как Нью-Йорк. We are very happy that all the people come to Swami, but so much crowd and so much noise sometimes, it's difficult. Но мы не очень-то были рады это слышать. Мы рады тому, что люди приходят к Свами, но сложно воспринимать такое количество шума, то есть волнения, суеты. So a lot of changes have taken place that we have seen through the years. But what never changes is the fact that God is here. И множество перемен произошло с тех пор, но то, что никогда не меняется, это то, что Бог присутствует здесь. Swami has not gone anywhere. He is here in Buddha. И с вами никуда не уходил, он пребывает здесь, присутствует в Путапарте. We know and we feel and we can see him and talk to him. Мы это знаем, чувствуем и можем видеть его воочию и общаться с ним. He is with each and every one of you. И он пребывает точно так же и с каждым из вас. This is the feeling that you have to take back when you go to your country. That Swami is with you. He is in your heart. И это то чувство, которое вам нужно сохранить в своем сердце, когда вы поедете домой в свою страну. Ощущение, чувство, что с вами он внутри вас. He is waiting for each one of you. Why don't you talk to him? Why don't you love him? Why don't you sing to him? Why do you indulge in this crazy, hectic life of this mundane world when you can have God himself? И он ждет, что вы будете говорить с ним, общаться, взаимодействовать, петь для него. И зачем же вы вовлекаетесь в игры и активности этого мирского существования, когда Бог ведет вас? Don't waste your lives in worldly things. It's not worth it. Не растрачивайте свои жизни на мирские вещи, они там не стоят. In the end, you have to leave everything and go. You cannot take anything you go, except a good name
people will only say, oh, he was a good man. That's all you can take. В конце все равно придется все это оставить, и ничего с собой забрать не получится. Кроме разве что доброго имени, то есть люди будут помнить, что вот этот человек, он был хороший, нам хороший сделал. When we come with nothing, and when we go with nothing. Когда мы приходим в этот мир, мы приходим без ничего, и когда уходим, точно так же уходим без ничего. So why do we have so much anger, so much greed? Why are we fighting with each other? Can we take land? Can we take jewels? Can we take anything when we die? Так почему же в нас столько гнева, жадности, зависти и других плохих качеств? Зачем мы во все это увлекаемся? Мы не заберем с собой, когда умираем, бриллианты, драгоценности или еще что-то. Each one of us has to do thinking for ourselves. And the easiest way is to follow Swami's teachings. И каждый должен заниматься размышлением о себе, о своей жизни. И лучший способ сделать это размышлять о учении с вами. He has created this world because he loves each and everyone and everything. Он создал этот мир, потому что он любит каждого и все свое творение. It is only love which keeps the world going forward, nothing else. И только любовь заставляет мир двигаться вперед, ничто другое. Without love, none of us can survive. Без любви ни один из нас не сможет выжить. Why are we ashamed of accepting that fact? What are we trying to hide? Почему мы смущаемся принять этот факт? Что мы пытаемся спрятать таким образом? How many of you said, I love you to anyone today? Кто из вас сказал, я люблю тебя кому-нибудь сегодня? How many of you said? I want to know. I know you got two hands. Today is International Women's Day. So many people say, I love you too. Good. Very good. That I like to hear. I know. But every day. It should be every day, not just one day. No. Every day. Каждый день должен быть таким. Love as much as you can. Love yourself and love others. Smile. Every satsang I say, please keep smiling. You all look so beautiful when you smile. Why do you go? Улыбаетесь. Вы так выглядите прекрасно, когда Why? улыбаетесь. Are you carrying one ton on your head? You can't Почему у smile. вас такие лица грустные? Что вы на себе несете какой-то груз? Что не можете Every улыбаться? satsang, you know, maybe you heard me before. Каждый сатсанг я говорил это. What is it? What is troubling you? В чем проблема? Какие трудности? Того, что одолевает? And God, no two people are alike. That's why I find it very interesting. И нет двух похожих людей, поэтому очень интересно. No two faces are alike, and each one is so beautiful, so special, that I want to hug all of you. И каждый такой прекрасный, такой особенный, и мне хочется обнять каждого. You are my Sai family. Вы You are not different, моя Сай семья. wherever you are. Где бы вы ни находились, вы как члены моей семьи. Nothing. I don't want anything from anyone. Мне ни от кого ничего не I нужно. just want to give love
and I want you to be happy. That's it. If you love me, I'm happy, but if you don't, I don't demand anything. И я только хочу давать любовь, и чтобы все были счастливы. И все. После всего. Because I get all the love that I want to live from him. Потому что я получаю всю любовь, которая есть для жизни. И вот So I'm always in bliss, and that is why I'm sitting here talking. Every day I'm talking. поэтому я постоянно в блаженстве, и я могу сидеть целый день и говорить. Open up your heart. Let all the sun shine, let all the love shine. Sing, be happy. What are you going around like you have all the trouble in the world? Everybody has trouble. Откройте свое сердце, All of us have got сияйте, trouble. улыбайтесь, не выглядите грустными, пригруженными, как будто вас там вы несете на себе все беды человечества. У всех есть свои проблемы. It's such a beautiful world. Look what he has created for you. И этот мир так прекрасен. Посмотрите, каким он его создал. Look at the colors in the rainbow. Посмотрите на цвета радуги. Look at the plants, the flowers, the sky, the stars, everything. На цветы, на небо, на звезды, на все творение. Do you appreciate this every day or at least once in a blue moon or not? Мы это ценим, отмечаем как-то каждый день. Or you so worried thinking only about your work and how to earn money? Или все переживают только о том, как заработать денег. Take time to love each other, to show your love. That's what Swami wants. Используйте свое время, чтобы любить друг друга, чтобы проявлять, показывать свою любовь. Это то, что хочет Свами. He gave us so much love. He took our pain, he took our suffering, our injuries. He saved us from accidents. The list is endless. И с вами проявил по отношению к нам вместе к преданным. Столько любви, он столько раз помогал нам, спасал. Можно список там перечислять бесконечно того, что он нам дал. And what does he ask? Nothing. А что он попросил взамен? Ничего. He just says, be happy, nothing else. Он He просто- never asked for anything. Он только говорил, будьте счастливы, никогда ничего не просил. And Swami never begs for money. И с вами никогда никого не просил о деньгах. Дайте мне деньги. Swami is the giver. He is not a beggar to ask anyone for money. Он тот, кто дает только. Никогда не просил никого о деньгах. He wants your love, that's all. No money. Он хочет только вашу любовь, и все. If anybody asks you for money and says, Swami told him so, or Swami asked him to do this, don't have any connection. It is Если, wrong. Swami does not encourage money collection. Never. если вы вдруг где-то услышали, что под именем с вами собираются какие-то деньги, что кто-то говорит, что вот с вами сказал нам собирать деньги на что-то, то никогда не вовлекайтесь в это. Это все неверно, это ложь. С вами никогда ни у кого не просил денег и не поощрял такое. You don't have to collect money to build houses or property or any institutions. If you don't have money, you can simply sweep the street. You don't have to collect from 10 people and make a big show. Swami doesn't want that.
И с вами никогда не хотел, чтобы кто-либо собирал деньги, например, на строительство чего-то, каких-то зданий. То есть, если нет денег, человек идет работать, зарабатывает их, каким-то образом привлекает и строит. Но не так, что он просит у кого-то: дайте нам денег, и мы построим. In 1965, in places like Kerala, places like Andhra, when Swami went different, he used to travel many places by bullock cart or part of the journey by car, and he used to tell people that he doesn't want any money collection. Еще начиная с 60-х годов с вами, когда ездил здесь по разным штатам, в частности по этому штату, Андхра-Прадеш, по Керале, он перемещался на воловьей повозке и очень редко на машине. И он, где бы он ни был, он везде говорил, что мы не собираем никакие деньги, мне это не нужно. We don't have any system of money collection here. The satsangs have been going on by Swami's grace and blessings for the last 11 years in this house for Swami. И в частности здесь, например, вот в этом доме, в этой квартире, сатсанги продолжаются уже 11 лет, исключительно благодаря милости с вами, никаких сборов денежных здесь нет. Nobody is allowed to make any donation here. И никому не разрешается сделать каких-либо пожертвований. People will bring flowers to offer to Swami. If they bring fruit, we offer to Swami and we distribute immediately and it's finished. Если люди что и приносят, то фрукты и цветы. Цветы мы предлагаем с вами, а фрукты также предлагаем с вами, и потом между всеми распределяем. If anybody asks you for money, he is a cheat and he is a liar. А если кто-то вас просит о деньгах, пожертвовать ему деньги под именем с вами, то он обманщик и лжец. Whatever has to be done, the Sai organization does it through the Central Trust for all the big projects. Anyone who wants to donate can go to State Bank of India and give the donation in Prasanthi Nilayam, inside the ashram. No money donations outside, anywhere. Please don't give money to beggars. Don't give money to people who tell you all kinds of stories. Swami doesn't like it at all. Not done. И еще раз, чтобы закрепить. Не давайте никому деньги, если вас просят какие-то сторонние организации пожертвовать на какие-то проекты, якобы под именем с вами, потому что все финансовые активности, которые связаны с организацией Сати-Сай, на них можно пожертвовать непосредственно внутри ашрама через Центральный банк Индии, если кто-то желает. То есть это все делается изнутри. Сторонние организации этим не занимаются. Это просто прививка, во всяком случае, кто столкнется. When Swami's blessing is there, when His grace is there, the work gets done very smoothly. There is no negativity. И там, где присутствует благословение с вами, там вся любая работа, любые проекты совершаются очень быстро и гладко. I hope I have made myself clear, because I have been asked this question, and so today I am clarifying this to you. Я надеюсь, я донесла свою мысль ясно, потому что мне задавали подобные вопросы, и
я проясняю это всем людям, которые приходят. Photography has been specially blessed by God Himself, who chose to take birth here. И Кутапати было благословлено самим Богом, поскольку он выбрал это место для того, чтобы принять здесь рождение. So let us all maintain the purity and be responsible so that the future generations know the truth about Swami. Поэтому всем нам следует сохранять чистоту этого места для того, чтобы оно осталось в чистоте для будущих поколений, и они узнали о Свами. Pray to Him for blessings, work hard, live a clean, pure life, and that for the present is enough. Молитесь Ему о Его благословении, делайте свою работу, свой долг, и этого будет достаточно. Okay. All right. Now at 8 o'clock you will receive Swami's prasadam. But we have 10 minutes more. And if you have any questions, which I can help. У нас есть Wait, please. 10 минут, если кто-то хочет задать вопрос. I will. Do. You said the first thing what we need to do to control the emotions. You name anger. Can you suggest something about it? How to do exactly? Вопрос, что про контроль эмоций, как контролировать свой гнев, как сказала Налини вначале. The first thing is don't react to anything. Первое, это не нужно реагировать на вызов. You must respond but not react. Нужно отвечать гармонично, но не вовлекаться. If somebody accuses you of something wrong, don't immediately retaliate. Remain silent. Если вас кто-то в чем-то обвиняет, сразу же не реагируйте, а оставайтесь в молчании на какое-то время. If you retaliate or explode, it will become a huge, ugly scene. Right? Если вы сразу среагируете, взорветесь, то это перерастет мгновенно в конфликт. But if you can just keep your mouth shut for a moment, that time will pass. And the ugliness will not take place. Но если вы сразу не начнете реагировать, а какое-то время помолчите, буквально несколько моментов, пока накал спадет, тогда конфликт не возникнет. Afterwards, when tempers have come down, you can talk to the person and explain your point of view. Not shout your point of view, but explain without raising your voice. И после этого, когда тот человек успокоится, вы сможете ему донести свое гармонично, очень спокойно, донести свою точку зрения, не повышая голос. Спокойно голос. If you make a practice of repeating Swami's name, Если вы будете практиковать повторение божественного имени Свами, then immediate negative response will not take place. тогда негативный ответ от другого человека и внутри себя он также не будет проявляться.
So that's how you control anger. So, Вот так можно anybody else? контролировать гнев. Кто еще хочет спросить? Как вести себя по отношению к нищим? Что? Как вести себя по отношению к нищим? How to deal with beggars? Again, question. Give them your love but from a distance. Давайте им свою любовь на расстоянии. No money. Не деньги. You can give them food, Можно, give them few kind words, that's it. But don't give money. There's plenty of work in this world for everyone. Don't make beggars. можно их накормить, можно им сказать добрые слова какие-то, но не давайте им деньги, не поощряйте вот это вот попрошайничество, потому что в этом мире есть работа для каждого человека. The gentleman there. Есть, да. А у меня к первому вопросу. Не обманываешь ли себя при этом? Ты улыбаешься человеку, поэтому чувствуешь высказать его. He's asking about the anger. Don't you like false and play with yourself when you smile outside, but inside you still feel that anger is there. But outside you wear a mask with a smile. When you feel anger within you, you must remember that if you harbor that anger inside, it is going to destroy you internally. Если вы чувствуете, ощущаете гнев внутри, если вы будете его подавлять, то он вас разрушит. Continuous anger in a particular situation will cause things like high blood pressure. The cause for sickness is one of the reasons is because of anger. The instability of our health becomes a result of anger. И если мы часто будем подавлять гнев, носить его внутри, то это приведет к различным заболеваниям, в частности с сердцем или повышенным давлением. You do not have to smile when you are feeling angry inside, but remain silent, remain quiet for your own sake. Имелось в виду, что не нужно улыбаться внешне, а внутренне испытывать гнев. Нет, не нужно улыбаться. То есть если мы злимся, то нужно оставаться спокойным, не нужно взрываться моментально. Нужно побыть в молчании какое-то время. Go to a quiet place and get yourself a glass of water and drink. Можно выйти из помещения, как-то пойти выпить воды, например. This will calm you down. Это вас успокоит. There are situations you cannot change. Есть определенные ситуации, которые вы не можете изменить. Maybe a system in your office, or political scene, or domestic scene. There are some things we cannot change. The world is like that. Это может быть все, что угодно. У вас дома какие-то ситуации, или на работе, или политическая ситуация в стране. Многие вещи находятся вне нашего контроля. That is why it is important to do meditation and control the mind. Keep the mind under check. Поэтому очень важно делать медитацию и контролировать ум. Only you know what your problem is. Maybe the other person doesn't know why you're angry with him. Только вы знаете внутренне для себя, в
в чем причина вашего гнева. Другие об этом могут не знать. So you must analyze yourself. What is the reason for the anger? Поэтому вы должны проанализировать себя внутренне, в чем причина этого гнева. Everyone has problems, but you still have to smile. Проблемы есть у всех. You will feel better, your anger will come down. You are not a hypocrite. Но все равно мы должны улыбаться, ну, в смысле, не фальшивить, а просто улыбаться. Даже если у нас есть проблемы, пытаться улыбаться. И это нас успокоит и выровняет. Don't be harsh on yourself. Be kind to yourself. Love yourself. Не нужно быть резким по отношению к самому себе. Нужно быть добрым и любящим к себе. Go quietly, be alone and think over the problem. Нужно постараться пойти где-то, побыть одному и поразмыслить над своей проблемой. Something you can change, something you cannot change. This is life. Что-то мы можем изменить, а что-то не можем. Такова жизнь. So each situation you must analyze. Поэтому нужно ситуацию каждую проанализировать. Скажите, пожалуйста, во время серьезной болезни, как помог вам с вами? Есть такое? Yeah, everybody. During serious sicknesses that you experienced, how Swami helped? Without Swami, I wouldn't be alive. Без Свами я бы уже, меня бы здесь не было. No Swami, no Налини. Нет Свами, нет Налини. He gave me courage to live. Он дал мне мужество жить. And through the same illnesses, I learned many lessons. И через многие болезни я получил множество уроков. I had it all. Sickness, losses, pain, suffering, everything. But I had fun. Через все прошла, и через болезни, и через потери близких, и боль душевную, через все. Но у меня был всегда с вами. So what? All these things don't matter. И все эти вещи, они потеряли Only Swami matters. значимость. Nothing else. No one else. Только он имеет значение, а все остальное. So I'm always happy. Поэтому я всегда счастлив. Everyone has problems. I'm no different. They all. Я не отличный, у меня также были проблемы, как и у многих. These are all passing clouds. One day is bad and next day is very good. So this is life. Но это все как облака в небе, они пролетают. If you don't have problems, then there's no joy in life. Если у нас нет проблем, то и радости в жизни тоже, противоположности. Today you have a problem, tomorrow today you're sad, tomorrow you'll be happy your problem is solved. Сегодня мы грустим, а завтра, когда наша проблема решится, мы будем радоваться. Что есть дословно из уст матушки материнская любовь? Материнская любовь. How can you explain, what can you say about love of a mother? Mother love. It's the highest form of love. Это высшая форма любви. The love of God is that of 1,000 mothers. А любовь Бога подобна любви тысячи матерей. And the love of a mother, of a human being, is the highest form of love of all mankind. А человеческой любви, материнская любовь является высшей формой любви всех остальных, которые существуют между людьми. Whether it's a tiger
or a cat or a snake or whatever, the mother gives the highest, purest form of love. И даже не в случае с человеком, а с животными, там, будь это тигр, кошка или даже змея, мать, она всегда будет давать своим детям самую чистую, самую высокую любовь. Все? So if we finish for today, Мы на сегодня I'd закруглимся. like to offer you all some prasada, Я вам всем предложу просад сейчас. and I thank you all for giving me this opportunity to do a little bit of seva. И я всех очень благодарю, что вы мне дали возможность сделать это все I hope служение it для was вас. useful and you will come back again and again to Swami. Я надеюсь, это было полезным, и вы будете приезжать снова и снова сюда с нами. He is the only hope in this world. Он единственная надежда этого мира. Thank you all. God bless you. Спасибо большое, благослови вас. And don't forget to smile. Не забывайте улыбаться. Thank you, Olivia. Thank you so much. Thank you. He's a great person. He comes faithfully and translates for me because except Pasiva, I don't know anything. Yuri doesn't teach me, though he's my old dear friend and brother, but he doesn't teach me. Юра не учит русскому, даже никто ее не учит, она все хочет это учить. That I'm very sorry about, because I want to Она learn знает Russian. только русский. Maybe. Maybe someone will teach me. Okay, so please just sort of make yourself comfortable. Give me 5 minutes. Сядьте, и в течение 5 минут будет Thank you all. God bless you. I love you all. Pass the love to the whole world. Okay, one lady who speaks English needed. Come here. Come, my dear.